Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о стойкости парольной защиты ко взлому. И прежде чем начинать, я хочу сделать три замечания. Первое замечание. Это видео предназначено в основном для новичков, хотя опытные специалисты тоже могут почерпнуть для себя что-то новое. Второе замечание. Хочу сказать, что парольная защита строится на теории вероятности, а это означает, что никто не гарантирует вам, что злоумышленник не отгадает ваш пароль с первого раза. Такое событие возможно, хотя и имеет низкую степень вероятности. Ну и третье. Существуют люди, всевозможные шаманы, экстрасенсы, которые умеют вычитывать информацию из Вселенной. Наиболее ярким представителями являются Мессинг, Ванга и Нострадамус. Вот эти люди намного могут ослабить парольную защиту, да, или ускорить процесс взлома парольной защиты. Я же в своих высказываниях буду опираться только лишь на логику и математику. Итак, поехали. Итак, криптостойкость пароля определяется количеством всевозможных комбинаций, которые необходимо перебрать для того, чтобы этот пароль подобрать. Соответственно, чем больше комбинаций нужно перебрать, тем криптостойкость пароля выше. Например, если мы в качестве пароля используем один десятичный разряд, то таких комбинаций 10, так как мы перебираем значения от 0 до 9. А если мы используем два десятичных разряда, то таких комбинаций 100, от 00 до 99. Если же мы используем три десятичных разряда, то таких комбинаций всего 1000, от 000 до 999. Несложно догадаться, что количество всевозможных комбинаций в нашем примере равно 10 степени n, где n это количество символов в пароле. Например, если длина пароля равна 7, то количество всевозможных комбинаций будет 10 в седьмой степени или 10 миллионов. Есть вообще два метода увеличения стойкости пароля ко взлому. Первый метод – это увеличиваем количество символов в пароле. И второй метод – это увеличить исходный алфавит, то есть увеличить количество символов, которые могут участвовать в пароле. Например, если мы вместо цифр возьмем буквы латинского алфавита и те же самые 7 символов, да, то количество всевозможных комбинаций будет уже не 10 миллионов, а чуть больше, чем 8 миллиардов. А если мы возьмем в качестве исходного алфавита маленькие буквы латинского алфавита, большие буквы латинского алфавита и цифры, то количество всевозможных комбинаций при длине пароля в 7 символов будет 3 квадриллиона, чуть 3,5 квадриллиона. Какой же пароль является хорошим? Сейчас у нас 24 год, и для 24 года минимальное количество символов должно быть не менее чем 10. И исходный алфавит должен в себя включать буквы, цифры и спецсимволы. Количество спецсимволов на текущий момент примерно равно чуть больше сотни. Да? Их больше, чем 62, но меньше, чем 128. Для простоты расчета возьмем 100. Если возвести число 100 в десятую степень, то получим то же самое, что 10 в 20 степени. То есть это число с 20 нулями. Вот. Если посчитать справа налево, то первые три нуля 1000, потом миллион, потом миллиард, потом триллион, квадриллион и квинтиллион. То есть на текущий момент 100 квинтиллионов это нормальный пароль. Такой пароль можно использовать до 1 года. Да? Почему нельзя использовать пароли долго? Как обращаться с паролями? Для этого я сделаю отдельное видео. А теперь рассмотрим ситуацию, что будет, если в пароле применять только лишь одни цифры, без символов и без букв. Для примера возьмем рекомендуемую длину в 10 символов. Да? И таким образом, если мы используем цифры, буквы и спецсимволы, то у нас 10 в 20 степени все возможных комбинаций. Вот если мы используем только цифры, то это у нас 10 в 10 степени все возможных комбинаций. Соответственно, пароль, который будет содержать только одни цифры, в 10 в 10 степени раз хуже,
то есть имеют меньшую криптостойкость или в 10 миллиардов раз имеют меньшее время для взлома. Много это или мало? В 10 миллиардов раз меньшее время для взлома. Давайте сейчас посчитаем. Возьмем количество секунд в одном часе 3600 и умножим на 24 часа. И получим, что в одних сутках 86 400 секунд. Если после этого умножить на 365 дней, мы посмотрим, сколько секунд в одном году. Итак, в одном году 3 миллиона секунд. Чтобы получить число в 10 миллиардов, нам нужно умножить на примерно 300 лет. Вот. Это число, приближающееся к 10 миллиардам. То есть таким образом, используя одни лишь цифры, мы уменьшаем криптостойкость в 10 миллиардов раз или же время взлома в 10 миллиардов. То есть пароль должен ломаться 300 лет, а вместо этого пароль сломается за 1 секунду. Теперь рассмотрим, какие пароли являются плохими. Возьмем, например, слово informational. Да? Тут у нас имеется 11 символов маленькими буквами латинского алфавита. С одной стороны, если возвести 26 в 11 степень, то мы получим чуть больше, чем 3 квинтиллиона всевозможных комбинаций. Однако, на самом деле это не так, потому что это слово из словаря. Вот. А если это слово из словаря, то словарь содержит максимум 100 тысяч комбинаций. То есть, если мы выбираем слово из словаря, какое бы длинное оно бы ни было, мы сразу же понижаем стойкость пароля ко взлому во много-много раз. Также плохо применять различные символы подстановки с одного языка в другой. Ну, например, если мы на русском языке напишем информация и это же слово на русском языке, но нажимая на те же буквы, но в английской раскладке и будем думать, что это хороший пароль, нет, это неверно. Любые пароли, связанные с подстановкой, это плохо. У специалистов по взлому вот эти вот словари, они и есть, чтобы вы знали. Также плохими паролями являются сочетания слова из словаря и добавленные или вставленные туда цифры, да, как, например, вот в самом нижнем примере. У криптоаналитиков такие словари тоже есть. Также плохо в пароле применять подстановку со вставленными символами. Ну, например, слово сделано со слова информация с русского языка, но английскими символами и разбавленное буквами. Это все плохо. А еще хуже, когда это напоминает дату рождения, например, да, 28 марта 1985 года в каких-либо сочетаниях. То есть в паролях не должно быть цифр, напоминающих телефон, паспортные данные, идентификационный код, дату рождения себя и своих близких и так далее. То есть если вас будет ломать, первое, что будет изучать о вас специалист по безопасности, это ваше окружение в социальных сетях. И поверьте мне, он найдет круг ваших знакомых, даты их рождения и так далее, и так далее. И сначала он будет атаку делать именно по вот этим всем данным. Итак, а какой же пароль все-таки является хорошим? Тут, в принципе, есть два метода. Да? Первый метод – это когда мы генерируем пароль статистически независимо. То есть, что это означает? Это означает, что каждый символ, который мы выбираем, он никак не связан с предыдущим символом. Здесь лучше всего подкидывать монетку. Почему? Потому что монетка не помнит, как она падала в предыдущий раз, орлом или решкой. Потому что даже если вы будете использовать генераторы псевдослучайных чисел, для криптоаналитиков это будет все равно подсказкой, и вы уменьшите достаточно количество комбинаций для взлома. Итак, чтобы сгенерировать пароль с помощью монетки, мы сначала обусловливаем. Да? Например, орел, если выпадает, это будет логическая единица, 0 это, допустим, будет решка. Чтобы сгенерировать один символ, нужно подкинуть монетку 7 раз. Таким образом, мы получим 128 комбинаций.
Например, после 7 подкидываний монеток у вас получилось решка-орел, 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 орел. Да? То есть переводим это в двоичное число, комбинацию, получается 0,1, 0,1, 0,1,1. Смотрим таблицу кодов ASCII, да, и это у нас символ плюс на клавиатуре. Итак, первый символ сгенерирован. То есть таким образом, если мы 70 раз подкинем монетку, то мы получим 10 символов, которые соответствуют кодам ASCII, и этот пароль будет статистически независим, и это будет являться хорошим паролем, достаточно защищенным, который можно использовать до 1 года. Вторая методика генерирования паролей заключается в том, что мы берем пароль очень большой длины, например, символов 50 или символов 100. И в этом пароле мы используем осмысленные слова, соединенные друг с другом в какой-то последовательности. Например, все мы помним наше детство, вот, и этот пароль легко можно будет отгадать. Например, когда я жил с родителями в моей детской комнате, у меня стояли вещи слева направо. Например, в моей детской в комнате, когда я жил с родителями, у меня, как только заходишь в комнату, слева стоял шкаф, потом висела карта СССР, потом стоял турник в углу, потом дальше было окно, но я сейчас говорю про обход по часовой стрелке, потом стоял стол в правом дальнем углу, потом рядом с ним ближе была тумба, потом стоял диван, и возле входа было зеркало, да, висело. И вот вы можете в качестве таких вот набора символов, там, например, дорогу в вашу школу в детстве, которую вы никогда не забудете, или расположение предметов в комнате, да, или другой набор слов, но такой, значит, символов здесь должно быть достаточно много, да, не менее чем полсотни. Однако такие пароли запоминать и пользоваться ими достаточно неудобно, и такие пароли по второй методике есть смысл применять как в качестве мастер пароля, да, пароль для паролей. Вот, что это такое, это поговорим в следующем видео. А у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. А если вы хотите не пропускать новинки, то подписывайтесь на канал. Да, вот еще что. Если это видео кто-то смотрел из специалистов по безопасности, и у вас есть дополнение или же уточнение или возражение, пишите в комментариях. Я их обязательно буду читать.